Доброе утро. Что сказать? Не знаю, что сказать. Ты сегодня очень ленивая. Да. Никуда не хотела идти в Мне последний сегодня день. что-то как-то лень. Но надо посмотреть на пингвинчиков. У них есть... Не буду говорить, что. Ой, господи, что ж меня шатает-то? Вот. Сегодня последний день у нас в Торки. И поедем дальше путешествовать. В Лондон вернемся и в Испанию. Потом домой. Морские котики. Да. Выдрочка. Пика Трейл. Карта. Карта сокровищ? Вот так выглядит Living Coasts. Вход в него. Можно посидеть, видео посмотреть. Я думаю, это для детей. Only great auks left living on Eldey, a rocky island near Iceland. Gabriel and Gertrude spend their days diving and gliding beneath the waves, catching fish and taking it in turns to look after their egg. But because there are so few left, people are prepared to pay a lot of money for great auks, which are killed and then stuffed. Модель гнезда черепашек. Back on the mainland, a local fisherman called Salty is offered a lot of money to find and kill the last great auks and bring them back undamaged to be stuffed. Rowing to the island, Salty has to be careful not to let the waves crush his. А вот и пингвинчики. Ой, какой носик длинный у него. Ты не видишь сейчас? Это... Один. Лапки. Salty spots Gabriel and Gertrude tending to their egg and slowly creeps up. Какие-то странные пингвины. Пингвины. Ладно, пошли. Пожалуйста, не трогайте пингвинов. И не мусорите. О, я пойду туда. Императорский пингвин. Ну это что? Ой, Можно маленький. померить. Фига себе. Да ладно, они не могут быть такими высокими. Ну, давай я встану. Да ну, не хочу. А ну правда, пингвинчики. И все огорожена сетка. Ой, здесь прикольно. Они прям тут. Птички как нарисованные. Вообще такие яркие. Ну видишь, здесь все огорожено. Ну да, чтобы они могли летать спокойно. Я думаю, даже не больше, что не то чтобы эти улетали, а чтобы чайки сюда не прилетали и не жрали А, ну может быть. еду.
Это Ой, с желтыми. он как раз императорский, нет? Это нет, это не императорский, это какой-то другой. Императорский, как я понимаю, не выглядит так же. Зеленый, по-моему, цифровой, да? Блин, у него такой пляж прям. Уточки плавают. А вот этот переход. Вот, красивенький. Ну да. Ой, прям вылез один, вылез. Hello. Оу. Такой клевый. Using the penguin crossing. Yeah. Learn the rules of the road. So cute. If you get any questions about the penguins, just let me know. Окей. Такие красивые. У них всех Да. бирочки на лапках. Penguins only. Даже знак есть. Да. Да, вот тоже знак. Ты даже можно пройти? Ну да. Просто Всё, что, хорошо. когда пингвин переходит, типа не мешайте пингвину. Yeah, pretty much. They just kind of come down. Крылышки так сушат. И чистят себя. Да, друг друга даже. Да. Ты назевал? Ну, видимо. Си. Пойдем. Я же надеюсь, не конец. Это откуда птички? Даже с России какие-то есть. Он один в воду заходит. Угу. Такая райская жизнь у них. Интересно, они яйца где? Вон там камушки круглые лежат, не знаю, для чтобы они их. Он высиживает их, что ли? Камушки? Да, там что-то такое есть, то что если ты, по-моему... Ну, это, может, у них яйца отбирают? Чтобы в этом, наверное, в инкубаторе? инкубаторе, да. Может быть. Ну, там что-то я не уверен. Не, пингвины, что они, если разбивают яйцо или теряют яйцо, они находят камушек и высиживают его. Там заигрывают. Не, ну не в клетках, летают спокойно. Ну да. Казалось бы, Торки. Деревня. Ага. Ну, билеты дорогие. 10... Сколько получилось? 26 или? 23 на двоих. 23. Ой, смотри. Гнездо. Ой. Ой, здесь ракушка какая-то, типа.
Досиживает кого-то, наверное. Come here. Let me show you this. Come here. Come here. What does that sign say? Здесь типа такая It сплёнка. says if you need to go out quickly, go that way. Эти, я не помню, как доисторические Ну называются. да, да, да. Я быстро на все сверху. Понятно. Сидит в гнезде и срет. Такие все милые, если вы хотите что-то узнать про пингвинчиков, дайте мне знать. Ой, ой. Здесь другие какие-то птишки летают. А, ну да, они огорожены разные сетки. Туканчики. Слышится? Это как раз вот где прозрачные Внизу. птицы ходили мы как раз. Да, длинноносые. Не до пингвина, не до птиц. Угу. А, это им вон специально волны создают. Это? Да, 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 да. Поршень типа. Ну, типа естественная среда. То, что здесь люди какие-то ходят, непонятно. Это так. Избытки производства. Не, ну вот эти вообще очень красивые птички, такие вообще яркие, такой носик, такие лапки. Что у нас дальше? А что, все закончилось, что ли? Я что-то волнуюсь. Покушать пингвинчиков? Здесь больше горячие напитки. Душ. Для кого? Таким флауа. А что надо сказать? Quick like an... Let's... Squeak like a bird from the other flower. Ладно. Пожалуйста, не бегайте. А, и не курите, no puffing. Здесь тоже что-то летает. Какие-то цапли должны быть, наверное. А, да, вот они. Да. Что ты? Он вляпался? Одно хорошо, птичье дерьмо не воняет так сильно. Эх, длинные носы такие. Угу. Такие смешные, вот маленькие такие с длинным носиком бегают такие. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. О! Какой злобный ворон. Злобный птиц. Ой, а там улететь пытается. Да. Гоняет. А, кстати, а почему она здесь? Она должна быть в первом загоне. Да нет, вон тоже сидят, нет? Да, ну кстати, да, ладно. Ну, не знаю, перелетел. Может быть. Здесь кто? Здесь никого?
Ну, где выдра? Наверное, не в домике. Видимо, спят. А, здесь это коробочка номер 3. Там внутри ничего нет? Пластик литр. А, пластик лиц. Короче, не выбрасывайте пластик на побережье. This way? Вроде такой небольшой, но миленько так сделан. Ну да. А, вот здесь может выдра будет видно. Да нет, они спят. Наверное, поели? Нет. Они булькали. Туристы угрожают. Угу. Ой, вон там уже тюлень. Ой, Сейчас какой спустим. большой. Прям на камушке такой. И там два. Два, да. Вон тоже висят. Угу. Так смешно, он и разбирается. Что это? Шишечки. Бакхотл. Непонятно. Бак. Ба... Чили. Ну да. Ой, воробушек. А воробушек проскочил. Нет, вот видишь, тут это есть. Нет. А, это местные воробушки? Это какие-то редкие воробушки? Красивенький цветочек. Угу. Не, ну вообще так просто птичка, а улетит не может. Да. Элис тоже хищник. Американский. Так. Там круг. Не знаю. Баловаться с ним, играться. Вдыхают. Он же кушали недавно, что ли? Ну, видимо. Ой. Кто там? Еще кто-то? Еще кто-то. Can you see the baby? See the baby. Пойдем. Угу. Привет. Еще один ящик. А, вес. Не хочешь взвеситься? Не хочешь взвеситься? А, 20 миль.
А, еще и платить за это надо. Да. Нет, платить нет, не хочу. Чего возмущаешься? Мне кажется, мы ему не нравимся. А здесь кто лежит? Ой, у них игрушечки есть. Солнышко нет, не греется. Ой, вздыхает-то как. Лежу, сплю, а здесь пришли разговаривать. Да. Тюлень. Кого-то мне напоминает. Да. Ялка не хватает. Угу. Все. Аж. Я бы хочу направление пингвинов. Я тоже на 2:30. Да? Посмотрим. Ой. Тут еще будет светиться? А, летучие мышки. Ну. Бульк. Даже усики мы сделали. Да. Даже не отломано. И это все? Просто так? Ой. Так, номер 5. Коралл. Коралловые рифы. Рыбки. Да, маленький океан один. Ой, такая, смотри, у нее как камбала, глазки наверху. А, да. Такие забавные. Ой, простите. Тут ступеньки. Ну, ладно. Куда пойдем? Ой, они так лежат прикольно. На сеточке. Плохо видно. А, это вот, которые круглые как раз. Что вот? Ну, где фотографию можно сделать кругленькую. Только никто туда не плавает. Делаешь? Давай, только... Чего там написано? Там только это следить, типа залезать в эту стеклышко. А я что, не ребенок? Это рыбка не плавает.
сейчас уйдут. А, это то, что туда совсем можно забрать? Да. Оно внутрь, поэтому туда внутри не собираюсь залазить. Я чуть думал, оно вот такое. Нет. Вон тюлень сверху разве что. Где тюлень? А, да, тюлень. Не... Плохо видно. Ну ладно, что, все равно с фоткой. Все равно с фоткой. Давай сфоткай. Чего как-нибудь? Да, не нормально. Все. Си. Больше ты мне пока не нужен. Ну что, я сытая и пофотканная. Ой, вон спрятался. А вон. Чистая водичка такая. Угу. Ее наполняли недавно. Что ты ко мне пришел? Ой, у них кто-то в лесу быть может. Это скат? Да? Они вот сюда уплывают просто. А, здесь вот железо. А, здесь и рыбки. Аквариум. Не, сначала вот сюда подойду. Ну, не очень рыбки интересные. Ну вот у них есть под кольцом что? Ну не знаю, может, типа медузы у них. Да, здесь можно рыбки презентовать. Не видно. А рыбки зачем класть? Что не видно? Может просто играться с рыбками. Кто же понимает этих детей? Привлекать можно рыбкой? Только они не плавают. Понятно. А то им сложно вырезать новую рыбку. Да? Песочница. Надо было попить что-то взять. Ничего. И здесь ничего. А зачем эти трубы оставили?
Ой, а здесь кто? Прилепилось такое что-то странное. Какой-то... Ой, такие звездочка такая. Да, здесь вот звезды и эти, не знаю, как это даже, что за типа рыбы. Ой, не рыба. Это не рыба? Ну, не знаю даже. Это не водоросли, а... Не кораллы, не водоросли. Объясняю детям так, почему не надо мусор бросать. Такие толстенькие. Давайте, приплывите. Почему вы там? Такое странное создание. Очень странное существо, да. Плавать получается только за счет своего этого, ну, плавничка сверху. Такое крылышко типа. Ну, видимо, да. Это они беременные? Или Да, вот объевшиеся? Думаю, не объевшиеся. Но вряд ли все они беременные. Вообще вынашивают самцы. Да, у них. Ой, здесь тоже. Какая еда? Вон еда под камушком. А вылезти не хочет? Нет, такого нет. А здесь... Вон звездочка. Да, звездочки и креветки должны быть. Креветка. Да. Еще одна звездочка. Common Trout. Ну, видимо, креветок. Вон там, смотри, тоже прилеплены маленькие звездочки. Ну, не знаю, это антураж или все-таки звездочки? Я думаю, это не эти. Не настоящие? А, вот. Нет, это травка. Ладно. Номер 6. Ой, лобстер. А, это он сбрасывает свою шкуру. То есть это не битый Не типа съеденный, а... он Да, сбрасывает шкуру. да, кажется, это 1-2 года. Глубина 1,5 метра. Хочу. Где я выползу? Я поползла. На рюкзак. Ой. Чего это они? Воды там пшукали. А я точно могу сюда? Ничего интересного. И здесь немножко мокро. Я теперь вся мокрая. Солнышко и детство называется, да? Я думала, здесь что-то интересное будет. Херня какая-то. Ау. Ой, зря ты сделала это дело. Да. Nothing interesting. Ничего интересного. Да, ой, пингвин. Почему-то ящик какой-то.
Угу. Отдашь мне мой рюкзак? А, вот императорский. Ну, хотя да, 130 сантиметров он. Угу. А это Royal. Ну, или этот, или вон там-то на Шинес больше похож. Здесь тоже взвешиваться за это. Извините. Так, пошли дальше. Можно взять и написать. Make your sense. Ну, карандашик все-таки привязанный. Ну да. Сколько разлагается? Бумага 6 недель. 100 лет. Пластик 100 лет. Стекло вообще не разлагается? Да, стекло не разлагается. Кошмар. 50, Баночка, 100 лет. Это что такое 50-100 лет? А, ткань что ли? Баночка Нет, ткань 200. вот, а это может быть какая-то бумага, ну... Ну, вообще на ткань похоже. Ну, газетка быстро. 6 недель. Ну, газета понятно, что это дерево. Ну да. Видишь, они заморачиваются поэтому. Ну, вообще очень прикольно. У нас мусора по объему это больше на переработку идет, Да. чем обычно. Какие-то типа медузок. Вот справа у тебя есть описание. Да, джеллифиш, медуза, только вверх ногами. Октопус. Как он по-русски? Осьминожек. Где он? Ну, должен быть здесь. У него тоже игрушка есть. Может, забрался куда-то. Ой, здесь даже черепушка есть. Кто здесь? Рыбки. Ой, какие красивенькие, да. Очень. У них в этих жало, ну не жало, как это говорят, в отростках яд находится. Banded lionfish. Растения искусственные, по-моему. А здесь что? Я хочу на корабль. Я уже поползала, теперь мне надо на корабль. Здесь типа акулка. А свет тут есть? О, господи, она еще и двигается. Привет. Это в реальном размере? Да я думаю, нет. Вряд ли она такая. Ну, она большая. Вряд ли настолько. Зубы.
Что написано? Привычки, температурный регион, 36 лет жизни. Но про размер не сказано. Такое, типа сокровище. 3 ряда зубов. Да. Не, ну какая-то она очень огромная. Не, вряд ли она такая. Ну да, мне тоже кажется, что она вряд ли такая. Ну вон там хвост где. Ладно, пошли. Ну я чуть не хочу в океане плавать. О, номер 7. Челюсть. Шаг. Это мафонький какой-то. Была найдена на побережье Грейт Бриттон. Не, ну да, это какая-то... Это маленькая. Что? А что, мы все, выход, что ли? Блин, а сколько надо? У нас нет пенни. 1 пенни и 1 коин. И дали бы нам что? Вот. Пингвинчики. Ну ладно, нет у нас ни пенни, ни... Да. Я хочу посмотреть, заново пройти. Ну, пойдем. Хорошо. А там что? Туалеты просто? Да, это туалет. Можешь уже не снимать. Так голову держит, как утка над водой. Вода такая чистая. Угу. Не до птицы, не до утка. Это милый. Они что ж на этих пингвинов кормят? Hello. Testing. Отлично. Красивенько тут. Да. Как там охрень пингвинчиков? Ну, надо вон там, где переход. Cleaning out some of the feeding troughs and just replacing them with some new fresh fish. Now this is for some of the younger or shyer penguins who didn't want to come down and join us today.
It also means that we don't have all of our penguins down here, so we do have 92 of them, so it would get a little bit chaotic if we had everyone down. So we have got two different species here. We have the African penguins, so they are the ones that are black and white, and then we have the macaroni penguins, like this little guy down here, who has the yellow feathers on his head. So we've got two species here, but there are 17 species of penguins out in the world, and they range from the little penguin, who's about this high, all the way up to the emperor penguin, which stands about at the height of a 5 or a 6-year-old. So although the emperor penguin is the largest penguin that exists now in the world, it wasn't always the largest penguin. The largest penguin ever to have existed was the Colossus penguin, which lived over 40 million years ago and stood at about the height of 2 meters. So that was about the same height. There we are. That's 2 meters, is it? Roughly. It's a little bit taller than the average adult male. So I'll tell you a little bit about the two species that we have here. So the Africans, like I said, they are the black and white ones. So they come from South Africa and Namibia. And the macaroni penguins, so the ones with the yellow feathers on their heads, they come from the southern oceans. They come from places like Antarctica, the tip of Chile, the Falkland Islands and other islands in that region as well. So the African penguins, they live on a beach very similar to what we have here at Living Coast. What you may have noticed is there's lots and lots of burrows that some of the penguins are currently in. Now obviously these have been artificially made by ourselves, but out in the wild the African penguins would make their own burrows, and what they do is they just dig a burrow into the sand and they'd compact it all together with guano, which is their poo, and then this just would aid it, stop it from collapsing in on itself. And then they use these burrows to lay their eggs in, and also to provide them with a little bit of shade as well. Obviously, as you can imagine, it gets quite hot out in Africa in the summer. Now the macaroni penguins, they live in a slightly different habitat. As you can see on my left-hand side here, we've got the majority of the macaroni penguins, and their nests are what's known as a scrape. So just a collection of stones and twigs that they gather up throughout the day. They put them all together, and then eventually they lay their egg on top of it. Now you may notice, so the macaroni penguins, they all look quite similar to one another, quite similar markings. Whereas when you look at the African penguins, you'll notice that they're all different shades, all different markings. And one of the main reasons is because they're all different ages. So we do have some chicks in the group. So we have some chicks which are about 7-8 weeks old at the moment. We've got about 3, I can't see any at the moment, but they're probably in the burrows at the back with their mums and dads at the moment. And then we have the toddlers of the group, which have sort of a silvery sheen to their body. They're normally less than about 6 months of age. And the reason they look as large as the adults is they're actually fully grown in about 10 weeks. So they do grow quite rapidly. Then the ones that have the complete black body and a black head, that is the teenagers of the group. And then as they get older, they get that very defined white stripe above each eye when they get to adulthood. Now what we're feeding them today is we're feeding them a type of fish called a sprat, which is locally and sustainably caught. And what you'll notice is Jason is just holding the fish by the tail and giving it to the penguins with the head end facing towards them. Now the reason for this is obviously penguins have beaks, they don't have teeth, so they do swallow their food whole, they don't chew it. So if they were to eat it from the tail end, it might get a little bit stuck in their throat just because of the way that the fins lie on the fish. These penguins, they also have spiky tongues as well. So obviously we're feeding them dead fish at the moment, but out in the wild they would be catching live fish. And what they don't want to happen is that fish that they've just caught, they don't want that fish to wriggle out and swim back out their mouth. So that spiky tongue just helps grab onto the fish. Now penguins are birds, but they have lost the ability to fly. Instead, they're very, very well adapted for life in the water. So they've got that nice powerful tail and those powerful flippers, helps them swim nice and quickly through the water. And what you'll quite often see is penguins doing a behaviour called porpoising. So what it is when the penguin swims through the water, he jumps out a little bit, he swims through the water, he jumps out all the way along, a little bit like a dolphin. Always going for the floaty dress, I think. They're a little bit like kittens, like anything shiny, floaty, dangly, they'll always chase stuff like that.
try and distract him from his dress with some fish. Been a little bit naughty they are today. So yeah, so penguins when they're swimming, they do something called porpoising, like I said, and the reason. So he's also collecting a little bit of bed in there as well on his travels for his nest. So yeah, bank cormorants, they come from South Africa and Namibia, so the same countries as the African penguins. And the other one you'll probably find is up on the rock somewhere, probably sat on his nest. So these guys are unfortunately endangered out in the wild. We're very lucky here though at Living Coast. We have these two individuals. If you wanted to see this particular species anywhere else in the world, you'd have to travel all the way to South Africa to do so. But what we do here at Living Coast is we actually work with an organisation called Sankom, which is based out in South Africa, and they help to rescue and rehabilitate the bank cormorants as well as the African penguins. Как он в гнездо забирается? So I'll just carry on and tell you a little bit more about the penguins here and their very unique adaptations. So these guys, they also have both species of penguin. They have very, very good vision. If you have a closer look at the macaroni penguins, you'll notice that they've got very red eyes. So this just gives them super vision. They've also got an extra eyelid as well. So what happens when they go swimming, they dive down in the water, this eyelid comes across and it acts a little bit like us wearing a pair of goggles when we go swimming. So it just allows them to see underwater. Now also these penguins, they have very solid, dense bones. So most birds, they have to fly, so they don't want to be too heavy because it's going to be very difficult to fly. So normally birds' bones are quite hollow, they're usually a honeycomb structure, just enable them to fly. So obviously as these birds don't need to fly, they have to dive instead. They've got their very solid, dense bones. And it just helps them dive a little bit deeper, a little bit easier. Now these two species, they can dive between about 45 to 60 metres on average. However, the African penguins have been recorded as deep as 130 metres. And these guys, they can hold their breath between about 2 to 3 minutes. So if anyone would like to feel how heavy our penguins are, we do have a little fake penguin that's just over there, which Tom can show you afterwards. So African penguins weigh on average about 3.5 kilograms, so you wouldn't think it looking at their size. But have a good feel of that afterwards, you can feel how heavy our penguins really are. So I'll just introduce you to some of the other birds that we have here that you may have noticed. So the ones that are flying all around Living Coast you'll see here, dive bombing your heads. These are the Inca terns. So they come from South America, so they come from parts of Peru and Chile. And you can recognise them because they've got very distinctive markings, so they've got that nice lovely white moustache feather, that bright orange beak and those bright orange legs as well. Now there are a few Inca terns around, there's just one up in the shed there, that you'll notice doesn't have that coloration, it's more of a browny grey colour. Now this is just the juvenile of the group, so they just get those bright markings when they get to adulthood. Do we know which one that is, Tom? That's Mr. Quick, yes, of course it is. Oh, they're all going to try it now. So they're not hungry today, clearly, they just want to play instead. So yeah, I was just mentioning about the eider ducks. So yeah, like I said, we've got the females, which are always brown in coloration, so they have to be nice and camouflaged because they don't want to attract all kinds of predators who may want to come and steal their eggs. And then we have the males. Now this male is actually going through a transition. He's going from his winter plumage, which is normally quite dark, back to his bright breeding plumage. So he's kind of halfway there at the moment. Looks a lot brighter than he did a few months ago. It's got a white back and a slight green head. If you have a look up on the beach there, about halfway up, you can see one which is a little bit more towards the normal breeding colour. It's got more of a vibrant green head, but the green on their head will get a lot more brighter as the weeks go on. Ему тоже ребенок не нравится. So unfortunately, I've already mentioned that the bank cormorants are actually endangered, but unfortunately so are the African penguins.
Now, the African penguins are endangered. One of their main threats is due to overfishing. So what's happened is we've taken too many fish out of the water and we've not left them with enough food. So there is something that all you guys can do to help the African penguins. So hands up first of all, has anyone seen this particular logo before? So a couple of people, not many though. So this logo actually comes from something called the Marine Stewardship Council, and it can be found on certain packets of fish in your local supermarket. Now what this blue tick logo is saying is the fish in that packet has been sustainably caught. So it means it's been caught in a way that doesn't affect the African penguins and also other marine animals as well. So guys, if you are going shopping tonight and you are thinking of buying some fish for your dinner, just make sure you buy fish with this blue tick logo, as it is the best type of fish that you can buy. Now you've probably noticed that he's back. Oh, he's bought flowers this time. That's nice. The poor gardening team, trying to keep everything nice around here, and he's just destroying all the plants. So you've probably noticed that there's quite a few bits of fish on the ground at the moment. So obviously this is the penguin lunchtime. So why aren't they eating their lunch? Well, these penguins, they actually get fed about 4 times a day, so they can actually afford to be a little bit more fussier than they would be in the wild. So if they don't like a particular fish, if it's not quite fresh enough or big enough that they want, they will actually just spit out and they'll just leave it on the floor, knowing that there is an even better fish in that bucket. Now sometimes they've got a legitimate reason for spitting out the fish, maybe it's just not quite perfect. But sometimes some individuals are a little bit fussy, so what they tend to do is they just spit out any old fish, and they just do it out of habit now. But our keepers have got wise to this. So what our keepers tend to do is they pick up a fish, if it's one of the fussy penguins, and they spit it back out. What the keeper will do is take the fish back, put his hand back in the bucket, and keep pulling out the same fish until eventually the penguins eat it. So our keepers have clocked onto this, and some of them are just generally being fussy. But what Jason's going to do now is he's actually going to clear up all of this fish now, and we're going to pop some over there into the water, and then the penguins can come down and have a little bit of a nibble later on if they're a little bit hungry, or some of the other birds as well. So thank you very much for listening, guys. I hope you've enjoyed watching the penguins being fed today. Just one final reminder, if you can just stay remaining behind those white lines just until Thomas says it's safe to cross, as we don't want you slipping on any fish. And the next talk that we have taking place is our otter feeding talk, which is at 3:15. And if anyone does have any further questions, pop over and see me. And also pop over and see me if you would like a penguin sticker as well. You need to have a nice life here and fish every day. Oh yeah, you're better off 4 times every day. Мне эта птичка понравилась. Все, поели, можно и поплавать. Все. Все. Прощай, Торки. Я тебя не забуду. Снимала? Ты хочешь это?
пингвина. Иди, не бойся. Ау! Get away from me. Just chilling. Just crossing the zebra crossing. The car will come in as well. Stick him up. I would watch him because he will follow it. Yeah,